Бесстрашный воин Севера, способный бросить вызов волкам и даже медведям. Его добычей могут стать невероятно сильные животные, и скрыться от яростного преследователя почти невозможно, ведь превосходное обоняние всегда направит в верную сторону. Привет, друзья! Вы на канале Время с пользой, и герой сегодняшнего выпуска – Росомаха. Росомаха довольно крупный по меркам куньих хищник. При длине тела около метра, средний вес животных примерно 15 килограмм. И это один из самых приспособленных к снежным зимам животных. Толстая шкура с густым длинным мехом надежно защищает от морозов. Широкие лапы размером почти с человеческую ладонь превосходно удерживают массивного зверька на снегу. А удивительное обоняние всегда подскажет путь к съедобной цели даже в полной темноте. Такой арсенал становится незаменимым в условиях обитания хищника, ведь Росомаха встречается в тундре и таежных лесах севера Евразии и Северной Америки. Еще одно неоспоримое преимущество зверя – невероятная настойчивость. К тому же в условиях скудной добычи она обращает внимание даже на заметно превышающих в размерах животных. Конечно, полные силкопытные вряд ли станут жертвой хищника, но следуя природному чутью, Росомаха всегда распознает слабых и больных животных, что может печально закончиться для последних. Это не самый быстрый бегун, но даже с учетом плотного телосложения и относительно коротких ног, Росомаха может разгоняться до 30 км в час. Однако такой темп зверь может поддерживать многие километры, что лишает и без того ослабленную цель последних сил. Далеко не каждый в условиях глубокого снега способен справиться с такой дистанцией, а значит, у охотника есть все шансы на невероятно богатый улов. Латинское название Росомахи звучит как обжора, что в полной мере соответствует действительности. Невероятно крепкие зубы справляются не только с замерзшим мясом, но и легко разделывают толстые кости. В голодные времена такая туша – настоящий подарок, и Росомаха не уйдет далеко до тех пор, пока от запасов ничего не останется. Но даже в уязвимом положении потенциальная добыча имеет свойство сопротивляться. У загнанного копытного остается лишь один шанс выжить, но даже при в разы превосходящих размерах отпугнуть яростного хищника уже не получится. В поисках уязвимого места преследователь набрасывается на жертву и вонзает прочные зубы в шею. Разумеется, одна атака вряд ли принесет успех, однако хищник, словно назойливая муха, повторяет попытки снова и снова, ставя на кон самое ценное – собственную жизнь. Ведь удар массивными копытами может легко проломить череп охотника, но в суровых условиях ожесточенные схватки за право на жизнь – обычное дело, и натиск продолжается до тех пор, пока остатки сил полностью не покинут измотанную добычу. Старания охотника окупились сполна, и ближайшие дни он, скорее всего, проведет в сытости. Уступающие в размерах млекопитающие также входят в рацион. Но догнать такого умелого бегуна, как заяц, довольно трудно, хотя долгое и усердное преследование может принести свои плоды. Гораздо проще стащить добычу у более удачливого охотника, ведь не боясь даже волков и медведей, на лисицу Росомаха вообще не обращает внимания. И той приходится мириться со столь наглым и бесстрашным воришкой. Сама же Росомаха терпеть не может, когда покушаются на ее добычу, но находчивые вороны становятся недосягаемой целью. Росомаха чувствует себя превосходно не только в снегу. Хищник не боится воды, хорошо плавает и с легкостью взбирается на деревья, поэтому спрятаться от него почти невозможно. Когда хищнику не везет с крупной добычей, он поедает все, что покажется съедобным, включая птиц, грызунов, лягушек и даже рыбу. Ослабленный после нереста лосось может стать легкой добычей даже для начинающего рыболова. В
целом, летом охотник тщательно изучает все укромные места, показывая настоящие чудеса лазания и находчивости. Однако, невзирая на всю свирепость, росомаха отдает предпочтение падали. Этот скиталец-одиночка способен проходить десятки километров ежедневно, вне зависимости от времени суток и погодных условий. Находчивый странник часто идет по следам более крупных хищников, что иногда дает возможность подкрепиться остатками чужой добычи. И даже волки, имеющие численное превосходство, не всегда обходятся стороной. Хищники явно не ожидали столь внезапной яростной атаки. Не желая связываться с росомахой, они быстро отступили от своей добычи, которую тут же присвоил отчаянный боец. Толстая шкура зверя спасает его не только от морозов, но и служит универсальным доспехом, поэтому соседи, знакомые с этим животным, вряд ли станут с ним связываться. За счет обоняния хищник находит провизию даже под метрами снежного одеяла, а длинные когти помогают с легкостью добраться до цели. Места обитания росомахи часто граничат с владениями хозяина леса. Бурый медведь – обладатель превосходного обоняния, поэтому зачастую именно он первым находит не переживших суровые условия животных. Опоздавшая росомаха оценивает шансы, но против такого гиганта не поможет даже бесстрашие и яростный настрой. Поэтому чаще уступающая в размерах хищница вынуждена искать другой объект для трапезы. Заботы медведицы многократно возрастают с появлением потомства, и это отличная возможность, чтобы без лишнего шума присвоить часть чужой добычи. Более скромный и миролюбивый черный медведь может попробовать заявить права на чужой обед, но в этом случае росомаха, чуя неуверенность соперника, ни за что не уступит свой трофей, и теперь уже косолапому придется уйти ни с чем. Зная буйный нрав зверька, особо осторожные медведи пытаются всеми силами избежать контакта с незваным гостем. С волком-одиночкой у росомахи разговор короткий. Несмотря на втрое меньший вес, зверя точно нельзя считать легкой добычей, и даже настойчивый соперник вряд ли добьется своего. Скорее, напротив, получит порцию болезненных укусов, подкрепленных дурно пахнущей жидкостью, призванной отбить аппетит у желающих перекусить. Несмотря на широкое распространение, росомаха была и остается одним из самых малоизученных хищников. Все дело в скрытном образе жизни и невероятно больших собственных владениях. У взрослого животного почти нет естественных врагов, однако вырубка лесов заставляет хищников покидать охотничьи угодья. Но в целом на сегодняшний день популяция вне опасности. Если выпуск вам понравился, поддержите его лайком. Комментируйте, подписывайтесь и проводите время с пользой. До скорого!